Добрый день, дорогие пекари! На днях на моем канале вышло видео про испорченный пшеничный хлеб и про ослабленное брожение. Я вам обещала сделать подробный разбор этого видео. Сегодня это сделаем. Пройдем все видео по шагам, весь эксперимент, и я вам на каждом этапе расскажу, что же было сделано не так и как можно улучшить результат. Сейчас небольшое лирическое отступление. Я понимаю, что многие из вас написали, что с хлебом все в порядке, и у вас тоже получается такой же результат. Но дело в том, что я хочу, чтобы вы добивались более высокого качества, более классного хлеба и понимали, как его улучшить. Поэтому, когда вы присылаете фотографии, я вижу какие-то недочеты, я стараюсь не комментировать и не критиковать, чтобы не отбить у вас желание дальше экспериментировать. Я уверена, что со временем вы дойдете самостоятельно и увидите сами свои ошибки. В этом видео я вам немножко помогу с этим. Тем более, что я сама прошла этот самый путь, делала все те же самые ошибки. Сегодня я покажу вам несколько фотографий своих хлебов, где есть ошибки, где нет ошибок, где хорошее качество, где не очень хорошее качество и к какому качеству нужно стремиться. Надеюсь, после этого видео вам будет понятнее, как сделать вкусный, полезный, красивый, долго хранящийся, высокого качества домашний хлеб. Давайте начнем разбор. Я сейчас себя уберу в уголочек, включу видео с экспериментом и пойдем по шагам. Фрагмент первый. Кормление закваски. Вот эта закваска у меня из холодильника. Только что я ее оттуда достала. Там она у меня простояла дня 4, наверное. Да, она была покормлена перед тем, как... Вы видите, что я достала закваску из холодильника, посмотрела на нее и прокомментировала, что кормила я ее последний раз дня 4 назад. Какие здесь сделала я ошибки? Первое, что нужно было сделать, это понюхать и попробовать закваску. И вы видите, что она абсолютно опавшая, в ней нет никаких пузырей, то есть она давно перебродила, и нужно было ее оценить на вкус. Я покормила ее перед постановкой в холодильник и, скорее всего, покормила так же, как кормлю сейчас, 1-1-1. Часто такого кормления бывает недостаточно, то есть когда мы кормим 1-1-1 очень долгое время, постепенно кислотность закваски увеличивается, ее дрожжевая активность спадает и закваска ослабевает, поэтому нужно периодически вынимать закваску из холодильника, не держать ее там постоянно и кормить на столе несколько дней, чтобы она могла восстановиться. Итак, покормила я 1-1-1, перемешала и поставила ее подходить. И это было всего лишь однократное кормление перед замесом теста. Обратите внимание, что я положила в баночку, не сделала никаких отметок, то есть я не смогу никак оценить, во сколько раз поднялась закваска. Я понятия не имею, какая у нее подъемная сила, и это тоже большая ошибка. То есть старайтесь класть в какую-то емкость, делать отметку и понимать, во сколько раз поднялась ваша закваска. Если она поднялась всего лишь в 1,5-2 раза, значит она не годится для замеса будущего теста. Обязательно оценивайте подъем. И второй момент. После того, как закваска поднялась, я посмотрела, увидела несколько пузырей, не оценила разрыхленность сбоку, не оценила, как я уже сказала, уровень подъема, не попробовала ее на вкус, потому что я уверена, она кислая, она перекисла уже в холодильнике, плюс я ее покормила в недостаточной пропорции, чтобы уменьшить эту кислотность и восстановить активность. И при выкладывании ее в миску, сейчас вот я вижу, что она недостаточно рыхлая, то есть она фактически однородная. Это самая главная критическая ошибка во всем этом эксперименте. Наша закваска – это залог качества будущего теста, залог активности брожения нашего хлеба. И если мы сразу положили неактивную, перекисшую закваску со слабым подъемом, мы гарантированно получим вялое брожение у теста. Дальше я все сделала правильно. Смешала тесто, поставила на аутолис и далее добавила соль. Сделала замес, далее все правильно. Замес был качественный, все хорошо.
Когда я вам показываю температуру 20,4 градуса, я всегда говорю, что температура для брожения пшеничного теста от 21 до 24 градусов тепла. У меня 20,5 градусов, да, и даже если я куда-то подальше уберу, будет 21. Это нижняя граница. Учитывая, что у меня слабая закваска, я оставляю на нижней границе температуры. Понятно, что брожение будет медленным, вялым. Если закваска будет активная и бодрая, и хорошо бродящая, то она сможет при такой температуре отработать. Если она изначально была ослаблена, и я помещаю ее в такое пограничное состояние, пограничные температуры на нижней границе нормы, то и далее она бродить будет тоже слабо. Ну, то есть тесто бродить будет тоже слабо. Когда прошло 6 часов брожения, я смотрю на тесто, и я отметила, что подъем слабоват, но вроде как звук глухой. У меня есть видео стадии брожения пшеничного теста. Там есть момент о том, как оценить качество подъема теста и как понять, что оно выбродило. Здесь тесто бродит, но это не значит, что оно выбродило и оно готово к формовке, хоть оно и пробродило 6 часов. То есть здесь ошибка, здесь слишком ранняя формовка. Но, собственно, здесь как снежный ком, ошибки накапливаются. Слабая закваска, низкая температура при брожении пограничная, недостаточно выбродившее тесто было сформовано. Далее я отправляю в холодильник. Время расстойки 15 часов, время правильное, температура правильная, 6-7 градусов тепла, но она опять же на нижней границе. При плюс 4 брожение останавливается полностью. 6-7 градусов это низкая температура, и я ставлю туда невыбродившее тесто. После того, как я вытаскиваю заготовку, я отмечаю, что подъем слабый. Подъема в 1,5-2 раза не случилось. Тем не менее, я не останавливаюсь и выпекаю этот хлеб. То есть я даже примяла пальцем, проверила, насколько расправляется, увидела, что тесто расправляется. И опять же, меня это не останавливает, я выпекаю хлеб. Когда хлеб я достаю, я уже рассказала, что я вижу. Я вижу бледные корки, я вижу корки матовые. Ну, то есть они не совсем бледные, но все равно они недостаточно золотистые, они бледноватые. Я вижу матовые корки, я вижу сероватый цвет хлеба, сероватый мякиш, и это обусловлено не цельнозерновой мукой, которая есть в составе. Это последствия ослабленного брожения, такой сероватый цвет мякиша. Подрывы, которые нам показывают прям слои формовки, то есть тесто не разрыхлилось, оно осталось вот таким слоистым после формовки. Сильный подрыв, высокий гребень, но это такой же побочный эффект, когда тесто у нас не выбродило. Ну и мякиш. В мякише участки высокой плотности и участки с большими порами. Сейчас я вам покажу еще другие примеры мякиша, который бывает при недостаточно выброженном тесте. Я сейчас добавлю фотографии, и вы увидите. Первое фото еще более наглядное, чем тот эксперимент, который я провела. Это один из моих хлебов, сделанный точно так же. У меня, собственно, возникла идея показать вам ослабленное брожение, когда у меня вот в зоопарке получился вот такой хлеб. Я достала закваску из холодильника, покормила ее 1-1-1, не попробовала, не оценила, поторопилась, смешала, выбродила, и получился вот такой вот плохого качества хлеб. Здесь очень плотные участки мякиша и большие поры. Вообще такие ошибки возникают в двух случаях, как правило, в двух случаях. Первое – это когда пекарь неопытный и еще не видит признаки выброженного теста. И второе – когда пекарь самонадеянный или опытный уже и думает, что ладно, все и так получится, и в общем, что там заморачиваться, да, и куда-то торопится. Не обращает внимания. Получается вот такой вот эффект. Участки плотного мякиша, 3-4 большие дыры. И вот этот невыброженный хлеб, он плохо хранится, он имеет твердые корки, он пресный, невкусный на вкус, у него нет аромата, то есть он вообще не пробродил, у него не раскрылся вкус и аромат. Сейчас я вам покажу другое фото, это из моих старых фотографий, здесь еще более характерно. Здесь вот прям огромные 3 дыры и очень плотный мякиш. Это вот очень
ослабленное брожение, очень слабая закваска, либо неправильный режим выбраживания расстойки, но, скорее всего, слабая закваска, а дальше все по алгоритму, дальше все правильно. Дальше выдержано время брожения, выдержано время расстойки, но поскольку изначально закваска была слаба, вот такой получился эффект. Теперь о том, как должны выглядеть корочки. Хлеб хорошо выброженный всегда бывает золотистым, он всегда бывает глянцевым, даже если у него мучной налет. Вот пример. Пшенично-полбяной хлеб, вы видите, какой у него золотой цвет. Полба здесь цельнозерновая, и этот хлеб на смеси цельнозерновой, полбяной и пшеничной муки первого сорта. Золотистый цвет, и несмотря на мучную корочку, мы видим, насколько золотая тонкая корочка. Второй пример. Здесь без мучного налета, глянцевая, то есть когда у нас нет мучного налета, хорошо выбродившая корочка выглядит глянцевой и тонкой, и на ней много-много пузырей. Или вот еще пример. Смотрите, много-много пузырей, корка глянцевая, корка золотистая, она не матовая, и пузыри не внутри, они прям на поверхности, эти пузыри. Это значит, тесто хорошо выбродило, запоминайте. И далее пройдемся по видам мякиша хлеба хорошо выброженного. Вот смотрите, пример, да, казалось бы, тоже 2 больших там или 3 больших пузыря, но весь остальной мякиш, он рыхлый. Вот это тот случай, когда мы не выгнали пузыри при предформовке, при дегазации, либо при формовке. То есть осталось несколько больших пузырей, и мы видим большие пузыри в окружении более мелкопористого мякиша. Но здесь участки не плотные, они тоже пористые, они все устремленные наверх, то есть тесто хорошо бродило. И он весь разрыхленный. Следующий случай. Вот здесь тоже мы видим более крупные поры, в окружении чуть более мелких, но весь мякиш кружевной. Вот такой мякиш получается у теста высокой влажности, когда мы делаем его на такой слабоватой муке с белком, например, там 10,3, 10,6, 11. Вот такой вот кружевной красивый мякиш. Да, есть большие поры, но они в окружении вот такого кружева. Очень много воздуха в мякише. Это признак хорошей выброженности хлеба. Или вот мой любимый, это золотой стандарт цельнозернового. Вы опять же видите, цельнозерновой хлеб, он золотистый, он не серый. И он весь разрыхленный, у него и большие, и мелкие поры, он весь рыхлый, он с гребешком, то есть он чуть-чуть не дорасстоялся, мы видим это и по рисунку мякиша, потому что все поры устремлены наверх, но он весь в больших таких и мелких дырочках, и очень много воздуха в мякише. Следующий вариант. Хлеб средней плотности, но тоже хорошо выброженный, и вы видите, какой он кружевной. В центре чуть более крупные поры, к периферии чуть-чуть помельче, но весь кружевной. Мой любимый тыквенный, то же самое. Несмотря на семечки, несмотря на добавки, он весь рыхлый, весь красивый. Солодовый хлеб. Смотрите, какой он тоже рыхлый, средней плотности и очень рыхлый. И даже хлеб низкой влажности, тесто низкой влажности, очень плотное. Это тостовый хлеб. Смотрите, насколько оно кружевное. Оно все в мелких порах, при этом мякиш представляет из собой такое вот единое кружево, наполненное воздухом. Ну и мраморный тортин. В тортине большие поры, малые поры, но он опять же весь разрыхленный, весь кружевной и красивый. И я надеюсь, что вы научитесь видеть разницу между, например, вот таким хлебом, да, который вот я вам показала, на слабой муке, но весь кружевной, разрыхленный, и вот таким хлебом, когда мы видим 2-3 огромные дыры в окружении плотного и не выбродившего мякиша. На этом, я думаю, разбор можно завершить. Надеюсь, вам стало понятнее. Многие наверняка узнали свой хлеб в этих примерах и фотографиях. И обязательно следите за здоровьем ваших заквасок, обязательно оценивайте состояние брожения теста, как оно себя ведет в процессе. Не просто выдерживайте тайминг, не просто соблюдайте рецепты, едите по шагам, а следите, наблюдайте, оценивайте и учитесь видеть, что происходит с вашим тестом, с его ингредиентами на каждом этапе брожения. И тогда ваш хлеб станет замечательным, великолепным. Чего я вам очень искренне желаю.
Зовите своих друзей и знакомых, пускай домашних пекарей становится больше. Ну а мы с вами продолжим печь, будем делать еще разборы, эксперименты и испечем еще очень много всего интересного.